Глава 1266. Незнакомое место. Ханли лежал на земле совершенно неподвижно, чувствуя дискомфорт в теле, пытаясь подняться с земли и вычислить время в своем сердце. Если он не ошибся, то он лежал здесь уже 3 месяца, исходя из временных рамок человеческого мира. В настоящее время в небе было 3 солнца и 4 луны, и Ханли знал, что ночью все эти солнца также превратятся в луны. С наступлением дня луны превращались в палящие солнца, пока в небе не появлялось 7 солнц. Это означало, что в небе постоянно висело 7 небесных светил. Разница была в том, что днем было невыносимо жарко, а ночью очень холодно. Из его наблюдений выяснилось, что дни и ночи в этом месте были очень длинными, примерно в 3 раза больше дней и ночей в человеческом мире. Разница температур между днем и ночью также была абсолютно ошеломляющей, и он, скорее всего, уже был бы мертв, если бы не его особая конституция. Это место, естественно, больше не было частью человеческого мира, но было ли это миром духов? Ханли не был уверен. Духовная ци здесь была не очень плотной и, по-видимому, не слишком отличалась от количества духовной ци, производимого обычной духовной жилой в мире людей, и, кроме того, он прибыл сюда совершенно случайно. Таким образом, он понятия не имел, достиг ли он фактически мира духов. Вспоминая события, произошедшие в пространственном узле, в глазах Ханли появилось выражение затяжного страха. Но с другой стороны, если бы не чрезвычайное происшествие, произошедшее на последнем отрезке пути, Ханли вообще не был уверен в своей способности противостоять непрекращающимся волнам пространственных штормов, появившихся в самом конце. В конце концов, большинство его защитных сокровищ было уничтожено, включая даже его кипригель 8 духов. И если бы не тот факт, что в самый последний момент активировался его талисман духовной формы, он, скорее всего, уже бы канул в небытие в пространственном узле. Однако его нынешнее положение не было слишком оптимистичным. Когда он только что вышел из пространственного узла и появился в этом месте, он был насильно отделен от ледяного феникса, и ограничения, которые они установили в телах друг друга, активировались. К счастью, он освоил огромное количество секретных техник, одна из которых ему позволила силой подавить это ограничение. В противном случае он уже был бы мертв от негативной реакции магической силы. Тем не менее, остаточная сила ограничения все еще наносила ущерб его телу, неуклонно разрушая его меридианы и структуры тела. Если бы не тот факт, что способность бусины древесного перерождения постоянно восстанавливала его бессмертное тело, его тело уже превратилось бы в кашу. В настоящее время один взрыв силы постоянно разрушал его тело, в то время как другой взрыв силы неустанно восстанавливал наносимый урон. Естественно, это был чрезвычайно болезненный процесс. В течение этого времени он не только не мог использовать магическую силу, но и не мог даже пальцем пошевелить. Кроме того, разрушительная сила наносила урон с несколько большей скоростью, чем регенеративная сила. Таким образом, если так будет продолжаться, его тело все равно будет уничтожено. В этой ужасной ситуации Ханли был вынужден изгнать из своего тела все свои сокровища и хранить их в сумке для хранения, а затем использовать секретную технику, чтобы рассеять свою зарождающуюся душу. При этом огромное количество энергии, создаваемой рассеивающейся зарождающейся душой, вспрыснулось в его тело, тем самым усиливая его способность к регенерации. Однако цена, которую он должен был заплатить за это, заключалась в том, что у него не было бы больше одной части магической силы в его теле более 100 лет, и при этом он не мог бы использовать какую-либо духовную силу или духовное чутье. Даже если бы культиватор более высокого уровня, чем Ханли, провел грубое исследование его тела, используя свое духовное чутье, они бы сочли его всего лишь смертным и не могли бы обнаружить, что что-то не так, даже если бы только они провели более тщательное обследование. Последствия были довольно ужасными, но последствия раскрытия этой секретной техники также были очень сильными. В течение последних 3 месяцев оставшаяся сила ограничения, наконец, полностью исчезла, и большинство его меридианов были исцелены. По его оценке, пройдет около месяца, прежде чем он сможет снова ходить. Имея это в виду, он с огромным трудом повернул голову в сторону, и перед ним предстала огромная пустыня серого песка, простирающаяся прямо до горизонта. Во всем поле зрения не было ни единой травинки. В настоящее время он находился в мрачной пустыне, и большая часть его тела была покрыта этим странным песком, из-за чего он чувствовал себя трупом. Солнца в небе постепенно уменьшались с 3 до 2, затем до 1, и в конце концов казалось, что приближаются сумерки. Однако, вместо того, чтобы закрыть глаза и устроиться на долгую морозную ночь, глаза Ханли внезапно расширились, и в них вспыхнул слабый синий свет. Некоторое время спустя с неба вдруг послышались крики. Сразу после этого в воздухе стали появляться одно черное пятно за другим, насчитав в общей сложности более 20 теней, и все они быстро налетели на Ханли.
Несмотря на то, что Хань Ли не мог ввести магическую силу в свои глаза, он все же был способен различить появление этих черных пятен своим удивительным зрением. Это была группа странных черных птиц с головами соколов и телами летучих мышей. Каждая из них была размером от 4 до 5 футов. У всех них была пара когтистых лап, которые росли из соответствующих брюшных полостей, а их черные мясистые крылья были полностью раскрыты, производя зловещее впечатление. Эти птицы летели очень быстро и в мгновение опустились на высоту чуть более 300 футов. Казалось, что они считают Хань Ли добычей для своего следующего приема пищи. Холодный свет вспыхнул в глазах Хань Ли. Его 4 конечности остались совершенно неподвижными, но он внезапно повернул голову и резко вдохнул. Маленький комок серого песка внезапно материализовался в шар и подлетел к Хань Ли. Как только шарик с песком должен был влететь в его рот, Хань Ли выпустил легкий порыв ветра, на котором шарик с песком начал парить возле его рта, словно был совершенно невесомым, вращаясь на месте, но не спускаясь ниже. В этот момент стая птиц была на расстоянии чуть более 100 футов, и Хань Ли уже мог чувствовать гнилостный, тошнотворный запах крови, доносящийся из их клювов. Лицо Хань Ли оставалось бесстрастным, но его подавленная грудь внезапно вздулась, и он выпустил порыв сильного ветра в шар из песка. Песчаный шарик сразу же рассеялся в бесчисленные пятна лазурного света, которые, сделав круг в воздухе, с грохотом ударили по первым нескольким птицам посреди стаи. Раненые птицы пронзительно завопили в агонии и улетели прочь. Однако им удалось пролететь около 100 футов, после чего они рухнули на землю с кровоточащими ранами в их телах, явно получив серьезные ранения в результате новаторского нападения Хань Ли. Затем произошло нечто неожиданное. Увидев своих раненых компаньонов, остальные птицы полностью потеряли интерес к Хань Ли и вместо него полетели к своим раненым компаньонам, в мгновение разорвав их в клочья. После этого все они, насытившись, улетели, а их клювов продолжила капать кровь их мертвых соратников. Таким образом, Хань Ли снова остался один в этой обширной пустыне. Выражение его лица осталось неизменным, словно он уже привык к такому состоянию. Тем не менее, созерцательный взгляд в его глазах демонстрировал, что он погрузился в раздумье. Некоторое время спустя, последнее солнце на небе также постепенно стемнело, превратившись в луну. Хань Ли был свидетелем этого зрелища бесчисленное количество раз, но все еще был поражен чувством благоговения и удивления при виде 7 лун в небе. Внезапно на лице Хань Ли появилось слегка изумленное выражение, но, к сожалению, он не смог ничего сделать, кроме как слегка повернуть голову в сторону. Через некоторое время вдали раздался слабый грохот, напоминавший топот конских копыт. Казалось, что к нему приближается большая группа путешественников. Хань Ли нахмурился, и на его лице появилось нерешительное выражение. Он пытался решить, должен ли он попытаться привлечь их внимание. Если он не издаст ни звука, им будет нелегко обнаружить его, учитывая тот факт, что большая часть его тела была скрыта песком пустыни. Однако Хань Ли не пришлось слишком долго размышлять над этим, поскольку внезапно в высоте около 400 футов над Хань Ли появилась малиновая птица, издавая звонкий крик, который был слышен на протяжении нескольких километров. Он явно отправлял сообщение группе путешественников. Хань Ли слегка вздохнул при виде этого. Птица находилась на слишком большой высоте, чтобы попытаться повторить атаку из песка, поэтому он мог только ждать в полной тишине. Как и ожидалось, прошло совсем немного времени, прежде чем земля подзадрожала, указывая на то, что к нему что-то приближалось. Раздался низкий рев, и путешественник, ехавший верхом на странных зверях, остановились далеко от Хань Ли, глядя на него издалека с холодными выражениями на лицах. Хань Ли повернулся к этим людям. Они были одеты довольно странно, но они определенно были людьми. Хань Ли был очень рад видеть это. Группа путешественников состояла полностью из мужчин, которым было от 20 до 40 лет. Некоторые из них были одеты в блестящие доспехи, полностью покрывавшие их тело, в то время как другие были одеты в странную одежду из костей, которая едва прикрывала их жизненно важные области. Тем не менее, все они держали в руках чрезвычайно тяжелое, похожее на булаву, оружие. Это оружие утолщалось к концу, из которого торчало много острых шипов, придавая ему очень зловещий и опасный вид. Что было еще более интригующим для Хань Ли, так это то, что все эти люди ехали на огромных лазурных волках, напоминавших коней. У каждого из этих волков на голове было по одному прямому черному рогу, а на самих волках также были толстые доспехи. Каждый из них был выше 20 футов и обладал крепким мускулистым телом, производя чрезвычайно пугающее впечатление, даже когда они не двигались. Пока Хань Ли оценивал эту группу людей, рыцари на их чудовищных конях также, похоже, пришли к выводу, что Хань Ли не представлял для них угрозы. Таким образом, выражения на их лицах стали расслабленными, но они по-прежнему не собирались приближаться к нему.
Один из мужчин, которому на вид было лет 40, с глубоким шрамом на лице, неожиданно повернулся к молодому человеку рядом с ним и что-то сказал. Молодой человек немедленно вытащил круглый белый диск, а затем, подстегнув волка, приблизился к Ханли. Молодой человек остановился в нескольких десятках футов от Ханли и сказал что-то совершенно непонятное для него. Отсутствие реакции со стороны Ханли вызвало недовольство на лице молодого человека, и он мягко махнул круглым диском в руке в сторону Ханли. Глава 1267. Договор кровавого проклятия и духовные инструменты. Из круглого диска вышел столб лазурного света с диаметром, сопоставимым с диаметром большой чаши для риса. Ханли со спокойным выражением на лице позволил свету сиять над ним. С одной стороны, ему не хватало сил попытаться уклониться, а с другой стороны, он чувствовал, что этот луч света предназначен для изучения его, а не для атаки. Столб света отступил, но сам круглый диск внезапно начал светиться ярким светом. Молодой человек посмотрел на диск и вдруг ошеломленно заорал людям позади него. Его удивленный крик вызвал переполох посреди группы людей позади него. Мужчина средних лет со шрамом на лице крикнул молодому человеку несколько вопросов, а затем повернулся к Ханли с оттенком удивления в глазах, услышав ответы молодого человека. Затем мужчина средних лет подошел к молодому человеку рядом с гигантским волком. Затем он задал Ханли несколько вопросов, но, естественно, Ханли понятия не имел, что он говорит. Мужчина средних лет погладил подбородок, а затем переключился на другой язык. Услышав его, Ханли слегка зашевелился. Хотя он все еще не понимал его речи, этот язык звучал довольно знакомо, словно это был какой-то тип древнего языка, используемого в человеческом мире. Мужчина средних лет пришел в восторг от изменения выражения лица Ханли, и он поспешно переключился на еще несколько языков, в ответ на которые Ханли продолжал с трудом качать головой. В итоге мужчина средних лет пришел в замешательство, не зная, что теперь делать. Он повесил оружие на бок своего массивного волка, а затем вытащил желтую деревянную коробку и снять с нее крышку. Внутри была сверкающая слабым духовным светом желтая бусинка размером с большой палец. После этого мужчина с явным нежеланием посмотрел на Ханли, а затем перевел взгляд на бусину и, стиснув зубы, по-видимому, пришел к какому-то решению. Сразу после этого он перевернул руку, и над его ладонью появилось своеобразное кольцо. На поверхности кольца было вырезано несколько типов рун, а в кольцо был инкрустирован зеленый камень размером с горошину. Мужчина прижал бусину к драгоценному камню, на котором внезапно вспыхнул искрящийся свет. В следующее мгновение мужчина бросил кольцо в сторону Ханли. Как только этот объект вступил в контакт с Ханли, он бесследно исчез в его теле. При виде этого Ханли был слегка озадачен, и его сердце вздрогнуло, когда из бусинки внезапно вырвался всплеск холодной энергии, направленный прямо к его мозгу. Если бы он все еще обладал своей магической силой, то он мог бы естественным образом изгнать этот объект из себя. Однако сейчас он был полностью обездвижен, не в состоянии сделать что-либо. К счастью, эта группа людей, похоже, не проявляла к Ханли неприязни, поэтому сам Ханли не был слишком взволнован этим развитием событий. Всплеск холодной энергии пронзил его мозг и вскоре исчез. Однако в следующее мгновение Ханли поразила острая головная боль, поскольку огромный поток информации принудительно пытался внедриться в его разум. Несмотря на то, что Ханли не смог высвободить свое духовное чутье из своего тела, не было никаких сомнений в том, что это сокровище было чрезвычайно мощным. Таким образом, выражение его лица лишь слегка изменилось, прежде чем его духовное чутье впитало всю эту информацию, тем самым мгновенно позволив ему освоить иностранный язык. Этот язык был ничем иным, как одним из языков, на котором ранее говорил мужчина средних лет. Этот человек был довольно удивлен, увидев, с какой легкостью Ханли с такой легкостью воспринимает бусину, и спросил: «Теперь ты понимаешь, что я говорю, верно?» Это место находится в глубине лазурной пустыни. Ни один человек в своем уме не стал бы приходить сюда по своей воле. Лазурная пустыня. Никогда не слышал об этом. По правде говоря, я попал сюда случайно, и способ, которым я сюда попал, был довольно особенным, поэтому я не знаю, что это за место. Я всего лишь обычный смертный и не могу предложить вам никакой ценной информации. Вы можете называть меня Ханли, с улыбкой ответил Ханли. Особенный способ. Ты попал сюда через пространственный разрыв. Не пугайся, эта область изобилует пространственными разрывами, поэтому часто случается, что совершенно незнакомые люди попадают сюда с огромных расстояний. Мужчина средних лет, похоже, уже привык к таким явлениям. Услышав это, Ханли потерял дар речи. Он придумал целую историю, чтобы попытаться ввести в заблуждение этих людей, но оказалось, что использовать ее бесполезно. Историю.
Хе-хе, ты не выглядишь как обычный смертный. В любом случае, если ты не человеческая форма какого-то зверя, твое происхождение не имеет для нас никакого значения. Однако ты сейчас находишься в довольно опасной ситуации. В течение нескольких дней в Лазурной пустыне наступит сезон скорпионов, и если бы никто не спас тебя раньше, тебе ждала бы неминуемая смерть, какие бы ты уловки ни использовал. Не хочешь заключить договор с нашим Восточным Небесным Альянсом? Мы можем взять тебя с собой, но взамен ты должен прослужить нашему Альянсу в течение 20 лет. Только после этого ты сможешь уйти. На лице мужчины средних лет появился намек на зловещую улыбку. Хань Ли, немного поколебавшись, согласился: 20 лет. Хорошо, я согласен. Хорошо, тогда подпиши этот договор кровавого проклятия. Мужчина от души рассмеялся, а затем указал на одного из своих спутников. Рыцарь вытащил толстую пачку бумаг и выбрал одну наугад, а затем прокусил палец и написал на бумаге своей кровью. Затем он спрыгнул со своего гигантского волка и направился к мужчине средних лет. Последний взял лист бумаги и передал его Хань Ли. Однако Хань Ли нахмурился, уставившись на лист бумаги, и ничего не сказал, даже спустя долгое время. Внезапно мужчина средних лет, казалось, понял кое-что и спросил: «Разве ты прежде не видел договор кровавого проклятия?» «Я действительно в первый раз его вижу. Ты бы мог рассказать, что он делает?» Честно ответил Хань Ли. Судя по тому, что он видел, это явно был не контракт, а талисман. Он узнал все руны на талисмане, поскольку они были древними рунами, используемыми в человеческом мире. Тем не менее, он в первый раз видел руны в этой комбинации, что произвело на него довольно своеобразное впечатление. Ты никогда прежде даже не видел договор кровавого проклятия. Ты прибыл с Востока. Хорошо, тогда я расскажу тебе о нем. Все просто, и если ты соглашаешься с условиями договора и охотно капнешь на него свою сущность крови, с этого момента он вступает в силу. И если ты попытаешься отменить договор, сила кровавого проклятия отнимет часть твоей души, и твоя жизнь станет хуже смерти. Хе-хе, этот договор был придуман сектой кровавого проклятия, и если ты не обладаешь божественными способностями, ты, подписав его, не сможешь избежать действия его силы, терпеливо объяснил мужчина средних лет. На лице Хань Ли появилось созерцательное выражение. Он до сих пор не понимал, как работал этот договор кровавого проклятия, но он мог сказать, что используемые руны были не очень сложными. Несмотря на то, что он не мог расшифровать их сразу, он определенно сможет сделать это, уделив ему какое-то время. Кроме того, судя по уровню сложности, этот контакт мог связать только культиваторов в стадии заложения основ, а на культиваторах формирования ядра они будут совершенно неэффективны. Даже при том, что он сейчас не мог использовать даже часть своей магической силы, огромная энергия его зарождающейся души все еще была в его теле, поэтому не было никакого способа, которым этот контракт мог связать его. Скорее всего, его сила рассеется, как только войдет в его тело. Этот предмет был довольно похож на страницу реки подземного мира, которую использовал на пожилом человеке с фамилией Фу в человеческом мире. Конечно, нельзя было сравнивать эти две вещи друг с другом. Страница реки подземного мира могла даже в определенной степени связать культиватора зарождающейся души, в то время как этот договор кровавого проклятия, скорее всего, использовался между простыми смертными. Кроме того, это звучало так, как будто этот договор часто использовался в этом мире. В мыслях Хань Ли быстро промелькнула череда мыслей, пока он прочитал условия договора. Эти люди действительно протягивали ему руку помощи, но он должен был работать на них в течение 20 лет. «Я согласен с условиями договора, но в данный момент я не могу двигаться», — ответил Хань Ли. На его лице появилось странное выражение, создавая впечатление, будто он пытается найти оправдание. Мужчина средних лет холодно хмыкнул, махнув рукой рыцарю, составившему договор кровавого проклятия. «Дай ему руку, малыш Ци». Рыцарь, которого только что называли малышом Ци, положил договор кровавого проклятия на грудь Хань Ли, а затем схватился за одно из его запястий. Другой рукой он достал острый кинжал и собирался нанести порез на запястье Хань Ли. Однако, когда кинжал коснулся запястья Хань Ли, раздался металлический лязг, и его кожа осталась полностью невредимой. При виде этого все были абсолютно шокированы. Рыцарь, державший кинжал, застыл на месте. Мужчина средних лет первым пришел в себя и спросил с серьезным выражением на лице: «Ты культивировал технику высших доспехов или искусство ваджры? Ты уже освоили второй слой». «Я культивировал искусство ваджры и освоил уже третий слой», — спокойно ответил Хань Ли. Но на самом деле он был в восторге. Он наконец смог убедиться, что это действительно был мир духов, поскольку только смертный мира духов мог знать о культивации искусства ваджры. Мужчина средних лет выдохнул, а затем, собравшись с силами, бросил короткий меч малышу Ци со словами: «Третий слой, да».
Значит, ты уже можешь сражаться с низкоранговыми демоническими животными. Похоже, я действительно нашел настоящее сокровище. Неудивительно, что смертельный кинжал малыша Ци не смог причинить тебе вреда. Попробуй мой кинжал золотого сияния. Хотя это всего лишь низкоранговый духовный инструмент, и если ты не активируешь свое искусство ваджры для защиты, он все еще сможет порезать тебя до крови. Духовный инструмент. Услышав это, Хань Ли изменился в лице. Малыш Ци схватил кинжал и, вынув его из ножен, невольно прищурился от сверкающего золотого света. Хань Ли тоже мгновенно прищурился при виде него. Казалось, что этот так называемый духовой инструмент, по-видимому, ничем не отличается от обычного сокровища. Неужели даже смертные мира духов могли использовать сокровища? Однако при ближайшем рассмотрении Хань Ли, наконец, заметил единственную разницу: на рукояти меча был золотой духовой камень. Этот духовный камень был духовым камнем среднего ранга металлического элемента и был размером примерно в 1/5 меньше размера духовного камня в человеческом мире. Пока он размышлял над этими мыслями, малыш Ци вытащил перчатку с подлокотниками, а затем надел ее на руку и только потом схватился за рукоять меча. Руны засветились на поверхности перчатки, и в следующее мгновение на ней появились духовные камни размером с горошину. Глава 1268. Восточный Небесный Альянс. Как только его рука в перчатке сомкнулась вокруг рукояти золотого меча, мерцающий свет на мече отступил, но сам меч внезапно начал испускать еще более опасную и угрожающую ауру. При виде этого выражения лица Хань Ли осталось неизменным, но на самом деле он был весьма удивлен. Надев эту перчатку, этот смертный действительно смог использовать этот так называемый духовный инструмент. Это была совершенно ошеломляющая концепция для него. Он слышал, что самые исключительные смертные культиваторы мира духов могли даже сражаться с культиваторами наравне, но демонический зверь не рассказал ему об этих духовных инструментах. Если бы эти духовные инструменты действительно были сопоставимы с сокровищами человеческого мира, то на самом деле неудивительно, что смертные могли убивать низкоранговых культиваторов этого мира. В тот момент, пока Хань Ли пребывал во внутреннем недоумении, малыш Ци поднял блестящий золотой меч и снова поднес его к запястью Хань Ли. В этот раз он явно был намного осторожнее и точнее. Хань Ли нахмурился и медленно активировал свои навыки культивации. Искусство яркого нефрита и искусство ваджры были одним и тем же искусством культивации, но одно культивировалось с использованием духовной силы в теле, а другое — путем принудительного вливания духовной силы из внешнего мира в свое тело. В прошлом Хань Ли культивировал искусство яркого нефрита, но из-за того, что сейчас он был не в состоянии собрать магическую силу, он мог использовать только искусство ваджры. Кроме того, он солгал, сказав мужчине средних лет, что освоил только 3-й уровень искусства яркого нефрита. С помощью искусств закаливаний костей и драконьего чешуйчатого фрукта он уже освоил 4-й уровень искусств яркого нефрита. Таким образом, если бы он намеренно не уменьшил мощность своего искусства ваджры, блестящий золотой меч все равно не смог бы нанести ему никакого урона. Когда лезвие меча коснулось запястья Хань Ли, меч слегка дрогнул, но в конце концов он смог пробиться сквозь его кожу и нанести ему порез, из которого сразу же полилась кровь. Рыцарь поспешно взял другую руку Хань Ли, окунул палец в его кровь, а затем написал этим пальцем несколько своеобразных рун в договоре кровавого проклятия. Как только руны обрели форму, они бесследно исчезли на листе бумаги. Рыцарь повернулся к Хань Ли с улыбкой и сказал: «Все, что теперь нужно сделать, это снова подумать об условиях договора, а затем выразить одобрение условий в своем сердце». Хань Ли сделал так, как ему сказали. В результате договор кровавого проклятия вспыхнул блестящим багровым светом, и все руны на его поверхности словно ожили. В следующее мгновение они взлетели со страницы договора и исчезли в телах Хань Ли и рыцаря. Тем временем кровавое проклятие сгорело внутри шара зеленого пламени. «Ха-ха, брат Хань, с этого дня ты принадлежишь нашему Восточному Небесному Альянсу. Малыш Ци, отнести брата Ханя к повозке. В настоящее время он не может двигаться, поэтому он не сможет поехать верхом на волке». Отношение мужчины средних лет к Хань Ли внезапно стало намного более доброжелательным. Малыш Ци забралась на своего волка, а затем уехал в сторону отряда в поисках повозки. Тем временем мужчина средних лет начал болтать с Хань Ли с приветливой улыбкой на лице. Только тогда Хань Ли узнал, что этого человека звали Чжан Куй и что он был руководителем первого сторожевого отряда Восточного Небесного Альянса. Они проходили через эту лазурную пустыню, перевозя какой-то важный груз. Лазурная пустыня была довольно обширной территорией, и их команде потребовалось несколько месяцев, чтобы добраться из одного конца пустыни в другой. Пока они разговаривали, к ним издалека приблизилось колоссальное существо. Малыш Ци ехал на своем волке и, казалось, указывал существу путь.
Только после того, как существо приблизилось, Хань Ли обнаружил, что это была массивная черепаха высотой около 50 футов и в длину около 80 футов. На спине черепахи была установлена деревянная коляска, а также сиденье в передней части ее панциря. На этом сиденье сидел худощавый старик в серой одежде, и оказалось, что он был кучером этой повозки. Массивная черепаха остановилась перед группой рыцарей, и дверь повозки открылась изнутри. Затем оттуда показалась молодая круглолицая женщина, на вид лет 16, в зеленом платье. Черты на ее лице также были довольно миловидными. Молодая женщина посмотрела на Хань Ли, а потом спросила с улыбкой на лице: «Это он, дядя Чжан?» «Сяньер, это брат Хань, и он уже один из нас. Просто он сейчас не может двигаться, а во всех других повозках лежит груз, поэтому мне придется побеспокоить тебя присмотреть за ним». Мужчина средних лет говорил с молодой женщиной с особенным почтением. «Понятно. Я рада присматривать за одним из нас. Подымите его в повозку», — с улыбкой ответила молодая женщина. Несмотря на то, что она была еще совсем молодой, в ней уже были следы соблазнительного женского очарования. Мужчина средних лет выразил свою благодарность этой сяньер, а затем махнул рукой своим спутникам. Два рыцаря сразу же соскочили со своих волков и выкопали Хань Ли из песка. Один из них взял его за ноги, в то время как другой подцепил руки под мышками Хань Ли. Вместе они подняли Хань Ли по веревочной лестнице на спину черепахи. Сначала в карету вошла молодая женщина, а рыцари последовали за ней. Очутившись внутри, Хань Ли решил осмотреться. Коляска была очень просторной и с легкостью могла вместить десяток человек. Помимо сяньер, внутри сидело еще 3 молодых женщин в возрасте от 12 до 17 лет. Все они выглядели довольно симпатичными и казались необычными людьми. В карете был только стул и несколько скамей, каждая из которых была закреплены на полу, поэтому карета выглядела довольно пустой. Неудивительно, что мужчина средних лет решил оставить Хань Ли здесь. В конце концов Хань Ли положили на длинную скамью в углу кареты. На скамье лежала желтая шкура какого-то неизвестного зверя, и лежать на ней было довольно тепло и уютно. Сразу после этого 2 рыцаря вышли из кареты, даже не воспользовавшись возможностью хотя бы мельком взглянуть на одну из карет в девушке. Хань Ли был довольно удивлен этим. Однако он, естественно, не собирался углубляться в это наблюдение. Вместо этого он просто улыбнулся девушкам, а затем закрыл глаза, чтобы отдохнуть и поправиться. На самом деле в его теле не было ни капли магической силы, а его меридианы еще не были полностью исцелены, поэтому у него не было никакого способа культивировать. Однако он оставался в этой богом забытой пустыне в течение нескольких месяцев, жарился днем и замерзал по ночам, в то время как его тело было разрушено и восстанавливалось изнутри, поэтому он действительно чувствовал себя совершенно истощенным. Все 4 молодые женщины в вагоне с любопытством смотрели на Хань Ли, что-то тихо обсуждая между собой. Несмотря на то, что они говорили очень тихим голосом, их разговор, естественно, не мог избежать необычайного чувства слуха Хань Ли. «Сестра Сяньер, от какой травмы пострадал этот человек? Почему он совершенно не может двигаться? Кто знает? Дядя Чжан сказал мне, что он доставит его культиватору, чтобы тот взглянул на него. Похоже, дядя Чжан очень высоко ценит этого человека, пользоваться услугами культиваторов нелегко. Я не уверена в подробностях, но дядя Чжан сказал мне, что этот человек обладает редким талантом с чрезвычайно сильным потенциалом. В противном случае он не позволил бы ему остаться в одной карете с нами. Редкий талант. Тогда почему я ничего не чувствую? Он выглядит совершенно обычным. Хань Ли притворился, что не может слышать их разговор, молча лежа на скамейке в углу. В этот момент гигантская черепаха снова начала двигаться. Несмотря на то, что она путешествовала довольно быстро, она делала это так аккуратно, что за все время, пока Хань Ли был внутри, он заметил только несколько незначительных покачиваний. Однако вскоре после этого гигантская черепаха внезапно остановилась. Судя по шуму снаружи, казалось, что черепаха догнала остальную часть отряда. Мужчина средних лет снаружи громко проинструктировал своих подчиненных, после чего весь отряд снова отправился в путь. Даже при том, что Хань Ли не мог сам видеть происходящее снаружи, он мог предположить, что снаружи было по крайней мере 300 человек. 4 молодые женщины какое-то время обсуждали его друг с другом, но, в конце концов, им стало скучно, увидев отсутствие реакции со стороны Хань Ли. После этого они сменили тему разговора, перестав предпринимать усилия, чтобы подавить свои голоса. Я слышала, что груз, доставляемый Восточным Небесным Альянсом на этот раз, необходим для обеспечения безопасности города Юань. Вот почему лорд города был готов потратить абсурдное количество духовных камней, нанимая нас для доставки груза. Обычно мы не принимаем заказы от таких уединенных городов, как этот.
Но почему хозяйка первой отправилась в город Юань, не взяв никого из нас? Это довольно странно. Хихи, позволь я расскажу вам кое-какую секретную информацию. Хозяйка лично поехала в город Юань, во-первых, потому что груз, который мы доставляем в этот раз, очень важен, а во-вторых, она направилась туда, чтобы поприветствовать пятый молодого мастера города, пятый молодой мастер. Ты имеешь в виду сына хозяйки, которого отправили культивировать более 10 лет назад? Разве не говорилось, что пятый молодой мастер обладает духовным корнем и был принят в ученики секты? Почему он оказался в городе Юань? Удивилась Сянер. Я не слишком уверена в этом. Я слышала эту информацию от самой хозяйки. Я слышала, что хозяйка всегда сильно любила пятого молодого мастера, потому что он обладает духовным корнем. В этом случае неудивительно, что хозяйка так хотела отправиться в город Юань. 4 молодые женщины энергично болтали между собой, пока Хань Ли молча лежал на скамейке, выглядя так, словно он уже заснул. Внезапно старшая девушка в вагоне, молодая женщина в голубом платье, изменилась в лице. Кто там? 3 другие молодые женщины тоже изменились в лицах. Прямо в этот момент снаружи раздался мужской голос. «Это я, Нань Цзи. Меня послал сюда благодетель Чжан, чтобы осмотреть состояние благодетеля хана». Лицо молодой женщины немного смягчилось, и она ответила: прошу прощения за грубость. Люер выражает свое почтение даосскому священнику Нань Цзи. Пожалуйста, входите». Затем она рефлексивно взглянула на Хань Ли, и выражение на ее лице слегка изменилось. Оказалось, что глаза Хань Ли были уже открыты, и когда она перевела взгляд на него, их глаза встретились, и на его лице появился след легкой улыбки. В этот момент Сянер уже открыла дверь кареты. У входа показались даосистский священник в желтой одежде и пожилой человек в белой одежде. Даосистскому священнику, казалось, было за 30, и на его лице сиял слабый лазурный свет, что ясно указывало на то, что его магическая сила достигла определенного уровня. Напротив, у пожилого мужчины в белой одежде все волосы на голове были седыми, а лицо было покрыто морщинами. «Старик Фу, почему вы тоже пришли сюда?» Сянер, казалось, была очень удивлена появлением этого пожилого человека. Глава 1269. Нань Цзи и старик Фу. Пожилой мужчина, кашлянув, ответил: «У меня не было выбора. Чжан Куй настоял на том, чтобы я приехал сюда, поскольку наш новый член, очевидно, является вундеркиндом культивации, который уже освоил 3-й уровень искусства ваджры, несмотря на его молодой возраст. 3-й уровень искусства ваджры. Он. Глаза Сяньер расширились от шока. «Не будь такой грубой, сестра Сяньер», пригласив карету даосистского священника Нань Цзи и старика Фу, сказала Люер. Сяньер немедленно отошла в сторону, чтобы впустить их в карету, извиняясь: «Ах, простите меня за грубость». Даосистский священник просто улыбнулся в ответ и вошел в карету. Напротив, старик Фу слегка вздохнул и медленно забрался в карету. В этот момент свет в небе уже начал угасать, но команда все еще двигалась вперед на полной скорости, даже не собираясь останавливаться. Это тот человек, о котором говорил благодетель Чжан, верно? Войдя в карету, даосистский священник перевел взгляд на Хань Ли. «Я тот самый новый новобранец, о котором говорил брат Чжан. Я ценю, что вы навести меня, но боюсь, что вы, скорее всего, также не сможете исправить мое состояние. Я смогу выздороветь после нескольких месяцев отдыха и восстановления сил», спокойно ответил Хань Ли. Отказ Хань Ли не разозлил Нань Цзи. Вместо этого он просто слегка улыбнулся и сказал: «Хе-хе, ты уже освоил 3-й уровень искусства ваджры, так что твои способности не уступают моим. Однако между культиваторами и воинами с усовершенствованными телами, такими, как я, существует множество различий. Возможно, мне удастся найти способ сократить время, необходимое для полного восстановления». Услышав это, в глазах Хань Ли промелькнуло удивление. Несмотря на то, что его духовное чутье не могло покинуть его тело, из-за чего он не мог установить уровень культивации этого даосистского священника, с такого близкого расстояния Хань Ли все еще мог определить, что этот человек был на стадии заложения основ. В человеческом мире все культиваторы смотрели на смертных свысока, как будто они были просто муравьями, и даже культиваторы стадии уплотнения ци презирали смертных, словно они были низшим видом. Однако этот даосистский священник стадии заложения основ был первым культиватором, с которым он столкнулся в этом мире, и он вежливо разговаривал с таким смертным, как он. Такое отношение весьма поразило Хань Ли. Похоже, что бесконечный небесный зверь не преувеличивал о силе смертных в мире духов. Имея это в виду, Хань Ли кивнул с вежливой улыбкой и сказал: «В таком случае мне придется побеспокоить вас провести тщательное обследование».
Нань Цзи кивнул ответ, а затем поднял руку с лазурным браслетом на запястье. Он положил другую руку на браслет, и в его руке появилось медное зеркало. Хань Ли слегка зашевелился при виде этого. Этот браслет оказался сокровищем для хранения, явно более высокого ранга, чем его сумки для хранения. Если даже культиватор стадии заложения основ обладал таким сокровищем, то они, скорее всего, были очень распространены здесь, в мире духов. Таким образом, наиболее вероятно, что сумки для хранения вообще не использовались в мире духов. Помимо двух своих бессмертных побеждающих бусин, Хань Ли хранил все свои сокровища в своих сумках для хранения до того, как рассеял свою зарождающуюся душу. После этого он закопал эти сумки для хранения вместе со своими сумками с духовными животными на глубине более 100 футов. В качестве меры предосторожности он также выпустил своих золотых прожорливых жуков, шестикрылых ледяных многоножек и зверя плачущей души, чтобы они жили под землей, и приказал им охранять его сумки для хранения. Что касается этого бронированного земляного дракона, Хань Ли даже не стал брать его в мир духов. Вместо этого он оставил его Наньгун Ван. Таким образом, кроме его бессмертных побеждающих бусин, невидимого талисмана духовной формы и его глаза разрушения, которые он мог спрятать в своем теле, все его сокровища были оставлены в пустыне, включая его небесный котел и лазурные бамбуковые облачные мечи. В данный момент он не мог использовать магическую силу, поэтому эти сокровища были для него бесполезны. Ношение этих сокровищ с собой только убило бы его, поэтому проще было забрать их после восстановления своей способности использовать магическую силу. Пустыня была чрезвычайно бесплодным местом, поэтому его сумки для хранения там должны быть в безопасности, учитывая то, что его духовные животные охраняли их. Что касается этого таинственной маленькой зеленой бутылочки, то Хань Ли долго думал об этом и в итоге принял решение оставить ее при себе. У бутылочки не было признаков, позволяющих предположить, что это было что-то необычное, поэтому, даже если бы кто-то обнаружил ее, бутылку, вероятно, сочли бы за обычную. Нань Цзи, естественно, не знал, о чем думал Хань Ли, и он, конечно же, не замечал того факта, что Хань Ли был культиватором стадии божественной трансформации. Поэтому он просто задал несколько вопросов, чтобы поставить диагноз, а затем махнул в сторону Хань Ли медным зеркалом. Из зеркала сразу же вылетел поток лазурного света, окутав большую часть тела Хань Ли. Затем Нань Цзи закрыл глаза, словно пытаясь что-то почувствовать, используя сокровище в своей руке. Через некоторое время на лице культиватора заложения основ появилось удивление. Вскоре он снова открыл глаза и оценил Хань Ли с довольно своеобразным выражением лица. «В чем дело?» — спросил Хань Ли. «Благодетель Хань, я предлагаю вам лучше позаботиться о себе. Я вижу, что многие из ваших меридианов повреждены, что говорит мне о том, что в ваше тело во время культивации искусства ваджры было введено недостаточное количество духовной ци, либо вовсе не делали этого. У нас достаточно таблеток, чтобы помочь вам во время процесса восстановления. У нас, людей, нет мощных тел с рождения, как у демонических зверей, поэтому мы должны быть предельно осторожны при усовершенствовании наших тел. К счастью, ущерб является обратимым, и ваши меридианы еще можно исцелить. Однако, такие травмы действительно довольно трудно вылечить, и я не могу вам предложить ни одного эффективного метода лечения, ни подходящих таблеток. Единственное, что я могу сделать, это снизить болевой эффект, используя талисманы, чтобы облегчить процесс выздоровления, ответил Нань Цзи с кривой улыбкой. Тогда мне придется заранее поблагодарить вас за ваши усилия, с улыбкой сказал Хань Ли. Хе-хе, раз даосистский священник Нань Цзи уже осмотрел тебя, не имеет значения, стану я тебя осматривать или нет. Однако Чжан-брат попросил меня прийти, так что я не могу уйти, ничего не сделав, сказал седовласый пожилой мужчина. Вы слишком скромны, благодетель Фу. Высшие методы золотой иглы, передаваемые в семье Фу из поколения в поколение, спасли бесчисленное количество жизней, и даже многим культиваторам они оказались полезны. Я уверен, что вы окажетесь гораздо более полезным, чем я, когда дело доходит до исправления состояния благодетеля Ханя, скромно ответил священник. Я всего лишь ученик по фамилии Фу, поэтому я ничего не знаю о высших методах золотой иглы. У вас слишком высокое мнение обо мне, даосистский священник Нань Цзи. Пожилой мужчина покачал головой в ответ. Нань Цзи просто усмехнулся и отошел в сторону. Пожилой мужчина в белой одежде вышел вперед и присел рядом с Хань Ли. Он поднял руку и взял одно из запястий Хань Ли, а затем поднял вторую руку в воздух, выпустив из нее несколько полосок золотого света. Золотой свет представлял собой тонкие золотые иголки, вонзившиеся в тело Хань Ли. Хань Ли совсем не мог двигаться, но как только эти иглы вошли в его тело, он принял сидячее положение, словно марионетка. «Люэр, придержи его», — спокойно приказал пожилой мужчина девушке в синем. «Да, старейшина Фу».
«Сяньер, возьми одеяло и положи их за спину», — поручила Люер. Услышав это, Сяньер слегка замялась, словно не желая использовать свои одеяла в качестве спинки для Ханьли, но все же сделала так, как ей велели. Тем временем старик сел рядом с Ханьли, закрыв глаза, и положил руку на запястье Ханьли, проверяя его пульс. Ханьли молча смотрел на старика, чувствуя, как слабый поток энергии быстро пронзает различные части его тела. И если бы не тот факт, что его духовное чутье было чрезвычайно мощным, действительно было бы довольно трудно обнаружить этот поток энергии в своем теле. Пожилой мужчина, похоже, почувствовал пристальное внимание Ханьли, открыв глаза, увидел, что Ханьли смотрит на него с оттенком улыбки на лице. В этот момент Сяньер уже принесла им стопку одеял. Прежде чем пожилой мужчина успел что-то сказать, она уже подложила одеяло под спину Ханьли. Ханьли прислонился спиной к одеялам, почувствовав слабый ароматный запах, и поблагодарил Сяньер. В ответ Сяньер просто коротко ответила ему тоном, в котором не было ни тепла, ни неприязни. Ханьли, не обращая внимания на ее отношение, продолжил исследовать пожилого человека. В этот момент старик Фу взмахнул рукой, и в его ладони появилась еще одна золотая игла. Она была немного длиннее, чем те, которые уже были в теле Ханьли. Пожилой мужчина мастерски сжал два пальца вокруг иглы и стал с невероятной скоростью пронзать иглой различные части тела Ханьли. Ханьли чувствовал себя так, словно тысячи игл пронзали его тело одновременно. Затем его конечности начали пульсировать, и Ханьли обнаружил, что он способен медленно поднять руки. Все одновременно вздохнули при виде этого. Нань Цзи был впечатлен ничуть не меньше 4 молодых женщин. Как и ожидалось, высший метод золотых игл семьи Фу действительно необыкновенен. Усмехнулся даосистский священник. Ничего особенного. Все, что я сделал, это временно восстановил определенную степень подвижности его конечностей. Однако вы все равно не можете использовать какую-либо силу, иначе ваши меридианы могут быть разорваны еще больше, с серьезным выражением предупредил пожилой мужчина. Спасибо, старейшина Фу. Ханьли пришел в восторг от того, что мог хотя бы пальцы согнуть. Он научился подобным техникам игл в мире людей и считал себя экспертом в этом искусстве, но перед этим стариком он был ничем. Было удивительно думать, что кто-то действительно может творить такие чудеса с помощью одних только техник игл. Однако его сердце дрогнуло, когда он услышал предостерегающие слова старика. Убедившись, что Ханьли действительно мог снова двигать конечностями, старик Фу махнул рукой в сторону Ханьли. В следующее мгновение все иглы вылетели из тела Ханьли и снова исчезли в рукаве пожилого человека. Ханьли медленно встал со скамейки и сделал несколько пробных шагов. «Это все, что я могу сделать для вас, вам придется самостоятельно восстанавливать свои меридианы. У меня все еще есть кое-какие дела, поэтому я больше не буду здесь оставаться». Пожилой мужчина поднялся на ноги и приготовился уходить. Нань Цзи кивнул и, взмахнув рукой, вытащил несколько талисманов. Все эти талисманы затем превратились в полоски лазурного света, которые исчезли в теле Ханьли. Сразу после этого даосистский священник также встал, чтобы уйти. Таким образом, 4 молодые женщины проводили их из кареты, а затем снова закрыли дверь. В этот момент Ханьли сидел на стуле с закрытыми глазами, по-видимому, ощущая эффект талисманов в своем теле. 4 молодые женщины, вернувшись в карету, переглянулись между собой. Затем Люер вдруг улыбнулась и спросила: «Брат Хань, ты действительно освоил 3-й уровень искусства ваджры?» «Мне просто повезло», — неоднозначно ответил Ханьли. Глава 1270. Песчаные насекомые. Кажется, тебе не больше 30 лет, но ты уже достиг такого высокого уровня мастерства в искусстве ваджры. Неудивительно, что лидер Чжан так высоко оценил тебя, брат Хань. Люер похвалила его с улыбкой на лице. Ты слишком добра, сестра Люер. Кстати, хотя я уже подписал договор кровавого проклятия, я на самом деле немного знаю о Восточном Небесном Альянсе. Не могла бы ты рассказать мне об этом? С улыбкой спросил Ханьли. Похоже, ты не из нашего района небесного происхождения, брат Хань. В противном случае ты бы не задавал такой вопрос, усмехнулась Люер с оттенком веселья в ее глазах. Почему ты так говоришь? Неужели Небесный Восточный Альянс так известен в этих краях? Ханьли был заинтригован, услышав это. Известен? Безусловно, так и есть, брат Хань. Мы являемся одним из 3 крупнейших альянсов во всем регионе небесного происхождения, и у нас есть филиалы в нескольких сотнях городов. Наш главный филиал даже был открыт в священном городе небесного происхождения, с самодовольным выражением на лице ответила Люер. К сожалению, все это ничего не значило для Ханьли, который только что вознесся в мир духов.
По его мнению, несколько сотен городов было мало, в любой маленькой стране в мире людей могло быть несколько сотен городов. Однако, судя по хвастливому тону Люер, здесь это было настоящим достижением. Хань Элли не знал, было ли это потому, что она просто не видела действительно могущественных организаций, или города здесь были намного больше, чем в мире людей. В любом случае, он слегка кивнул и сказал: «Понятно, в этом случае наш альянс действительно довольно крупный. Я слышал, как вы говорили, что мы едем в город Юань. Хотел бы спросить, где он и как скоро мы доберемся туда. Ты хитрый человек, ты подслушивал наш разговор». Хихикнула молодая женщина в красном платье. Хань Ли слегка кашлянул. Они разговаривали таким громким голосом, что было бы довольно трудно не подслушать их разговор. «Не будь грубой, Шэньер. Пожалуйста, не принимай ее слова близко к сердцу, брат Хань. Шэньер довольно молода, она не хотела обидеть тебя». Люер отругала девушку в красном и повернулась к Хань Ли с извиняющимся выражением на лице. В ее глазах, даже несмотря на то, что Хань Ли был только новичком в их Небесном Восточном Альянсе, он был человеком с неизмеримым потенциалом и, несомненно, станет неотъемлемым членом их альянса в будущем. Поэтому она, естественно, хотела, чтобы Хань Ли здесь ничего не раздражало. Хань Ли улыбнулся, услышав это, и уже собирался ответить, как карета слегка дрогнула, и гигантская черепаха внезапно остановилась. Лицо Люер дрогнуло, и она немедленно закричала: «Что случилось, дядя Ван?» Наш багровый духовный воробей впереди обнаружил группу песчаных насекомых, и они, кажется, на нас, ответил пожилой кучер кареты снаружи. Это всего лишь группа песчаных насекомых, возьмите несколько человек и прогоните их. Мы уже опаздываем, поэтому нам нужно поспешить. Люер выглядела очень недовольной. Проблема в том, что один из этих песчаных насекомых уже эволюционировал в низкорангового демонического насекомого и развил интеллект, поэтому это может означать для нас большие проблемы, если мы не убьем их. Криво улыбнулся пожилой мужчина в ответ. Низкоранговое демоническое насекомое. Это действительно немного хлопотно, но лидер Чжан уже освоил 5-й уровень искусства тиранического тигра, не так ли? В этом случае убийство этого насекомого для не должно быть составить труда, используя его сверкающий золотой меч, который даровала ему хозяйка, проанализировал Люер. Ты права, Люер, но у этого насекомого есть несколько мутировавших насекомых-охранников, поэтому даже лидеру Чжану было бы довольно рискованно столкнуться с ними лицом к лицу, нерешительно ответил пожилой кучер. Мутированные насекомые. Это действительно опаснее, чем я думала, но разве даосистский священник Нань Цзи и другие культиваторы не с нами? Просто попросите их позаботиться об этом, немного подумав, приказала Люер. Лидер Чжан уже попросил их о помощи, но они ему отказали. Все культиваторы с горы Гулу не хотят атаковать, пока насекомые не нападут на них первыми, вздохнул пожилой мужчина. Тогда у нас действительно проблемы. С самого начала я говорила не нанимать тех культиваторов с горы Гулу. Они всегда ограничены тем или иным правилом, усмехнулась Шэньер, сморщив нос от презрения. Даосистский священник Нань Цзи и другие не виноваты. Большинство культиваторов с гор Гулу практикуют искусство управления насекомыми, поэтому нам просто не повезло, что мы столкнулись с насекомыми, а не с другим типом животных. Тогда мне придется использовать ту вещь, что дала мне хозяйка до того, как покинула нас, чтобы мы могли помочь вождю Чжану. Сообщите ему о том, что скоро к нему спущусь, с мрачным выражением на лице сказала Люер. С этой штукой у нас точно не будет проблем с насекомыми. Пожилой водитель, казалось, испытал большое облегчение, услышав ее слова. «Старшая сестра Люер, ты действительно собираешься выпустить это? Хозяйка накажет тебя, если что-то пойдет не так». Сянер была довольно обеспокоена, в отличие старика. «Не волнуйся, эта штука уже была приручена хозяйкой и обладает определенной степенью интеллекта. Ее сила сравнима даже с силой низкоранговых демонических зверей, не говоря уже о нескольких мутировавших насекомых». Люер уверенно улыбнулась и вышла из экипажа. «У меня плохое предчувствие. Пойду, посмотрю». Шэньер прикусила нижнюю губу и тоже вышла из кареты. Сянер и последняя девушка переглянулись между собой с кривой улыбкой на лице. Хотя никто из них ничего не сказал, они, казалось, поняли друг друга без слов и вышли из кареты. Таким образом, Хантли был единственным, кто остался в экипаже. Он сел в кресло и прищурился с задумчивым выражением на лице. Несколько мгновений спустя из-под земли раздался громоподобный рев тигра, наполненный чувством насилия и кровожадностью. Хань Ли слегка дрогнул при виде этого и медленно встал на ноги и направился к двери кареты. Открыв дверь, Хань Ли неспешно вышел из кареты, встал на краю панциря гигантской черепахи и, взглянув вдаль. Свет всех 7 лун в небе освещал окрестности, поэтому Хань Ли мог предельно ясно видеть все вокруг себя.
Он мог видеть, что группа экипажей растянулась примерно на 500 метров, и среди них было более 30 этих гигантских черепах, расположенных через равные промежутки времени в одном ряду. Большинство из них несли массивные грузовые ящики, размером не меньше, чем сами черепахи, и у всех них на спинах также было по 5 бронированных охранников. В то же время, по обе стороны от них путешествовали рыцари на гигантских волках, следя за тем, чтобы их охрана была на высшем уровне. Однако ни одна из этих гигантских черепах не заинтересовала Ханли. Вместо этого он был более заинтригован кубовидным предметом, высотой около 20 футов, окутанным блестящей черной тканью. В этот момент мужчина средних лет, 4 молодых женщин и Нань Цзи стояли вокруг этого объекта. Из-под ткани то и дело доносился звериный рык. Кроме того, на поверхности ткани мерцали руны, что указывало на то, что это было низкоранговое сокровище. В этот момент Люер держала в руке талисман, внутри которого излучались полосы синего света. Несмотря на то, что они находились довольно далеко, Ханли мог предельно четко видеть все, что они делали, благодаря своим глазах духовного прозрения. Таким образом, он смог мельком увидеть зеленый браслет на руке Люер, на поверхности которого были крошечные мерцающие духовные камни. При виде этого на лице Ханли появилось созерцательное выражение. Казалось, что смертные могли использовать эти так называемые духовные инструменты, только если у них был внешний источник энергии. Видя, что в них были вложены духовные камни, было совершенно ясно, что они теряли свою эффективность, когда духовные камни исчерпывали свою духовную ци. Пока Ханли размышлял над этим, черная ткань, казалось, поглотила достаточное количество синего света и внезапно исчезла в виде огромного пространства черного дыма, обнажив внутри замысловатую серебряную клетку со зверем внутри. Внутри этой клетки был багровый тигр. По внешнему виду этот зверь, похоже, ничем не отличался от обычного тигра, за исключением того факта, что его мех был багровым, как кровь. Тем не менее, все присутствующие, глядя на этого зверя, были поражены непроизвольным чувством страха. При виде стольких людей, стоящих вокруг клетки, в глазах зверя внезапно вспыхнул порочный свет. Внезапно он резко бросился вперед, тяжело врезавшись в клетку, вызвав сильную дрожь всей конструкции. Все изменились в лицах и невольно сделали несколько шагов назад. Люер глубоко вздохнула и снова подняла талисман, который вспыхнул багровым светом. Как ни странно, как только тигр увидел этот красный свет, свирепый блеск в его глазах сразу же исчез, и он лег в центр клетки, как прирученный котенок. Чжан Куй и другие вздохнули с огромным облегчением. В этот момент издалека донесся звонкий крик птицы, словно она пыталась передать какое-то сообщение. На лице Чжан Куя появилось мрачное выражение, и он закричал: «Эти насекомые ускорились и уже окружили нас. Все готовьтесь к битве, но не уходите далеко от экипажей, пусть они сами подойдут к нам. Я поведу своих людей, чтобы убить этого низкорангового демонического насекомого. Ни у одного из других насекомых нет интеллекта, поэтому, как только главный из них умрет, все насекомые рассеются сами по себе». Его слова всколыхнули всю команду. Все они начали спускаться с гигантских черепах, которые несли груз, и все рыцари обнажили свои клинки, сидя на своих массивных волках с серьезным выражением лица. Тем временем Люер отдала приказ открыть клетку и выпустить тигра. Пожилой кучер повернулся к Ханли с улыбкой и сказал: «Брат Хань, тебе еще предстоит оправиться от полученных травм, поэтому будет лучше, если ты вернешься в карету ради собственной безопасности. Эти песчаные насекомые не могут прыгать, а карета построена из тяжелого железного дерева, так что внутри ты будешь в безопасности. Спасибо за слова предостережения. Я никогда не видел песчаных насекомых, поэтому хотел посмотреть на них. Если здесь станет опасно, я обязательно вернусь в карету», — ответил Ханли с небрежной улыбкой на лице.